Всем привет! В этом видео мы расскажем, как стать блогером и заработать на этом деньги. Видео получилось очень интересным и познавательным. Рекомендуем всем досмотреть его до конца. Итак, начинаем. Блог – электронный дневник, который автор ведет в сети и периодически обновляет. Содержание блога бывает текстовым, мультимедийным и комбинированным. Блоги не просто прочитывают и просматривают, но и комментируют все желающие. В этом принципиальное отличие блога от, скажем, простого веб-ресурса. Если говорить о том, кто такой блогер, то это человек, который делится полезной информацией на своей страничке. 5 причин, почему стоит попробовать блогинг. Первая. Работа и отдых легко совмещаются. Вторая. Только вы решаете, о чем рассказывать вашим подписчикам. Третья. Уделяете делу столько времени, сколько хотите. Четвертая. Говорите и пишете на любые темы. Пятое. Открыто выражаете свое мнение. Офисные сотрудники, домохозяйки, пенсионеры мечтают так жить. И это возможно. Чтобы изменить жизнь, нужно лишь огромное желание и небольшие денежные вложения. Сейчас в мире миллионы блогеров. Некоторые из них ведут журналы исключительно для своего удовольствия или общения с людьми, разделяющими их увлечения и взгляды. Другие зарабатывают с помощью блога, и зарабатывают прилично. Приведем пример. По данным Forbes, создатель канала Wylsacom на YouTube Валентин Петухов только в 2019 году заработал около $3 миллионов. На его блог в YouTube подписано более 8 миллионов подписчиков, а на странице в Инстаграме более 2 миллионов. На чем создается блог? Блоги создаются на собственном домене с использованием специальных серверов и на базе социальных сетей. Одни блогеры — это опытные пользователи интернета, умеющие создавать сайты. Другим достаточно аккаунта в Инстаграме или Ютубе. Среди блогеров есть профессиональные аналитики, которые пишут на серьезные политические темы. Есть обычные люди, которые пишут обо всем на свете, снимают ролики, выкладывают фотографии, рецепты блюд, лайфхаки и прочие полезные или бесполезные сведения. Совокупность всех блогов в сети называется блогосферой. Сложно сказать, какие темы наиболее перспективные в плане монетизации. В любой нише возможен успех. Но вы не ошибетесь, если будете интересно, компетентно и с подробностями рассказывать о бизнесе, психологии успеха, семейных отношениях, заработке в сети и вне сети. Негласное правило успеха – тема должна действительно волновать лично вас, поскольку блог – это прежде всего индивидуальный взгляд на вещи, явления, людей и события. Есть множество разновидностей блогов. Тематические, посвященные узкоспециальным темам: автотюнинг своими руками, рецепты тортов, зимняя рыбалка, путешествия. Научные блоги – журналы, которые ведут научные специалисты, а читают все желающие. Культурологические – журналы о той или иной области культуры, живописи, кино, музыки. Образовательные – посвященные теме образования, просвещения, школы. Личные дневники – рассказ автора о событиях, которые происходят в его жизни. Дневники ведут как звезды масс-медиа, так и рядовые граждане. Среди тех и других блогов попадается интересный контент. Но блоги редко имеют строгую направленность. Поскольку это личные журналы пользователей, они вправе комбинировать темы в любом порядке. Сегодня рассказать о путешествии на Кипре, а завтра поделиться новым рецептом грузинской кухни. Готовы ли вы стать блогером? Вы загорелись идеей завести блог. Вам не терпится начать воплощать задумку в жизнь. Советуем проверить ваше намерение на прочность, чтобы не жалеть о потраченном времени и деньгах в будущем. Как узнать, блогинг ваше или нет? Первое. 2 недели создавайте контент регулярно до появления блога. Новички часто забрасывают свое детище, когда оно превращается в рутину. Деньги сразу не придут. Вы должны любить это дело и проявить терпение. Второе. Пообщайтесь с друзьями, сходите развеяться. Вас могут переполнять собственные переживания. Вы хотите, чтобы вас услышали, освободиться от эмоционального груза.
Но интересно ли это читателю? Забросите ли блог, как только выговоритесь? Расскажите о своих чувствах близким, повеселитесь. Потом вернетесь к желанию вести блог. Протестировали? Все еще готовы рассказать миру о себе? Тогда идем дальше. Какие бывают блогеры? 3 основные категории. Помимо тематики, блоги разделяются по способам подачи материала. Автор сам выбирает, какой вариант ему более близок. Вести текстовой блог, видеоканал или фотоблог. Все зависит от предпочтений самого блогера и особенностей аудитории, для которой он творит. К примеру, геймерам, молодым людям от 15 лет и старше, читать про игры аналитические тексты ни к чему. Лучше один раз увидеть. А вот политическим обозревателям сложно будет обосновать свою точку зрения одними картинками. Поговорим о каждой категории блогеров подробнее. Категория 1. Видеоблогеры. Эти люди ведут свои журналы в формате видео на каналах YouTube и ему подобных. Зрители подписываются на канал и регулярно смотрят новые выпуски. Видеоролики авторы снимают и монтируют сами. Среди видеоблогеров есть профессиональные клипмейкеры и режиссеры, а есть те, кто ограничивается простейшим слайд-шоу или показом своего экрана и закадровыми комментариями. В последние годы популярность приобрели так называемые бьюти-блоги. В таких журналах авторы рассказывают обо всем, что имеет отношение к индустрии красоты. Отзывы о косметике, парфюмерии, уроки макияжа и укладки волос, советы по уходу за кожей и тому подобное. Изначально бьюти-блоги были исключительно западные, но сегодня есть множество российских каналов, которые ведут как профессиональные визажисты, так и все желающие. Молодые девушки-красавицы увлеченно пробуют на себе косметические продукты, делятся результатами и впечатлениями. Параллельно ведущие открыто или завуалированно рекламируют бренды, размещают у себя в блогах партнерские ссылки или просто продают косметику. Категория 2. Текстовые блоги. Это блогеры, которые работают в традиционном текстовом формате, то есть пишут статьи, но при этом не просто описывают события и явления, а высказывают свое личное отношение к ним. Чтобы продолжительное время вести популярный текстовой блог, нужно уметь связно излагать свои мысли, иметь оригинальную точку зрения, не бояться вступать в полемику с читателями. Примеры успешных текстовых блогов смотрите в топе ЖЖ. Тематика статей бесконечно разнообразна, как и приемы, которыми авторы привлекают внимание читателей. Каждый популярный блог – потенциальная площадка для заработка на рекламе, партнерских ссылках, продажах. Категория 3. Фотоблогеры. Эти авторы ставят во главу угла фотографии. Наиболее популярный формат фотоблога – аккаунт в сети Instagram. На этом ресурсе успешные блогеры зарабатывают на рекламе самих себя, своих и чужих брендов и продуктов. Продвижение в Instagram, несмотря на кажущуюся легкость, снимай и выкладывай фото, публикация действительно оригинального и качественного контента требует времени и определенных навыков. На чем зарабатывают блогеры? Есть универсальная формула успешного блога. Автор делает интересный контент, привлекает аудиторию, использует всевозможные методы раскрутки своего блога и получает площадку для монетизации. Прибыль приносят только те проекты, которые имеют достаточное количество читателей, зрителей, подписчиков. Только такие блоги могут заинтересовать потенциальных рекламодателей. Далее рассмотрим виды заработка блогеров. Первый. Размещение платных ссылок. Это самый простой и довольно прибыльный способ. Вы размещаете в своем блоге платные ссылки, а вам за это платят те, кто их заказывает. Цена за ссылку зависит от популярности вашего блога. Есть авторы, которые берут за одну такую ссылочку несколько десятков тысяч рублей. Второй. Подготовка платных постов. Статьи, посты, высказывания на заказанную тему. Опять же, такой контент будет оплачиваться лишь в том случае, если ваш блог интересен и имеет множество постоянных читателей. Стоимость платных постов ничем не ограничена. Популярные блогеры берут за одну публикацию до сотни тысяч рублей.
Заказывают статьи популярные бренды, интернет-магазины, серверы по продаже информационных услуг и все те, кто заинтересован в продвижении своих услуг и расширении потребительского рынка. Третий. Баннерная реклама. Примерно то же самое, что и платные ссылки, только выглядят они не как текст, а как рекламный баннер на странице блогера. Пользователь читает текст, а заодно просматривает баннер или кликает на него. За каждый переход по ссылке или полезное действие читателя владельцу блога капают деньги. Четвертый. Прямая реклама, видеоролики. Популярные видеоблогеры напрямую рекламируют продукты и услуги и получают за это деньги. Гонорар напрямую зависит от количества подписчиков канала или статуса ведущего. Пятый. Участие в партнерских программах. Партнерские программы – хороший вариант для начинающих блогеров. Партнерки доступны всем желающим. Другое дело, сколько прибыли они вам принесут. Если вас читают несколько близких друзей и пара случайных посетителей, то размещать программы не имеет смысла. Но если аудитория несколько тысяч человек, то партнерка будет ежедневно давать стабильную прибыль. Суть в том, что читатель или зритель переходит с вашего сайта на другой сайт, регистрируется там или подписывается на рассылку, а вы за это получаете определенный процент. Как стать блогером и зарабатывать деньги? Блог создает сам автор или группа авторов. У блога должна быть оригинальная концепция, уникальный дизайн и качественный контент. Наша пошаговая инструкция окажет помощь начинающим блогерам-новичкам. Шаг 1. Определяемся с тематикой и форматом блога. Тематику выбираем, исходя из своих личных предпочтений, интересов, знаний, жизненного опыта. Чем ближе вам тема, тем легче будет вести блог. Это не обязательно должен быть модный тренд. Интересной можно сделать почти любую тему, особенно ту, в которой вы профессионально разбираетесь. Чтобы ваш блог начал приносить вам деньги, запомните. Сначала качественный контент, раскрутка, затраты времени, сил, знаний и только потом закономерный результат. Изучите существующие примеры популярных блогов. Попробуйте разобраться, за счет чего добились популярности знаменитые блогеры. Вы поймете, что в этом деле огромную роль играет терпение, настойчивость и умение работать без оглядки на сиюминутный результат. Сразу предупреждаем, что далеко не каждый блог приносит создателям деньги. В сети тысячи брошенных на полпути блогов, авторы которых разочаровались в теме, в читателях, в жизни и не извлекли из своего веб-ресурса ни рубля прибыли. И это естественный риск для любого начинания. Шаг 2. Выбираем площадку для блога. Есть два пути. Создать свой сайт на платной или бесплатной основе, либо воспользоваться готовыми ресурсами. Живой журнал, блогер, Инстаграм, Твиттер и так далее. Первый вариант сложнее, но зато у собственного сайта больше возможностей. Готовые площадки хороши тем, что не нужно создавать оригинальное оформление, делать дизайн для сайта и запускать его. Если выбираете видеоформат, тут все еще проще. Создаете канал на YouTube, снимаете или создаете на компьютере ролики и выкладываете их в интернет. Шаг 3. Оформляем свой блог. Оригинальное оформление требуется в том случае, если у вас свой сайт. Разбираетесь в веб-дизайне? Отлично. Если нет, лучше нанять профессионала. Корявый сайт с невнятным интерфейсом и блуждающей навигацией отпугнет пользователей еще до того, как они прочитают хотя бы строчку. Но слишком гладкие, лощеные и безликие ресурсы, похожие как две капли воды на другие, тоже не вызовут интереса. Нужен оригинальный концепт. Изюминка. Нечто такое, что запомнится юзеру с первого взгляда. Шаг 4. Готовим качественный контент. Автор любого блога должен давать информацию. Чем чаще вы обновляете ресурс, тем лучше. Никто не требует вас писать по 10 постов в день, но ежедневное обновление – признак хорошего тона. Поддерживайте обратную связь, отвечайте на комментарии и вопросы, сделайте свой блог максимально интерактивным. На таком блоге пользователю будет интересно. Общаясь с читателями, вы лучше поймете аудиторию. Блогер, который не знает, для кого он пишет, быстро устанет сам от себя.
И не бойтесь отсекать тех, кто вам мешает. Всегда найдутся люди, которым что-то не нравится. В блогосфере таких людей называют хейтерами. Попытки угодить всем и каждому обычно заканчиваются провалом. Шаг 5. Привлекаем посетителей и монетизируем сайт. Интересный контент – это прекрасно, но при текущей конкуренции в интернете начинающему автору трудно добиться успеха на одних статьях и постах, будь они даже сверхталантливыми. Не стесняйтесь пользоваться эффективными методами искусственной раскрутки. Меняйтесь посетителями и подписчиками с другими блогерами из смежных тематических ниш. Используйте платные ресурсы для привлечения аудитории. Монетизировать блог нужно постепенно. Нетерпеливые запускают партнерки и рекламу на сайтах, которым пару дней от роду. Конечно, результатов это не принесет. Приличный доход дают раскрученные, хорошо оформленные и, что называется, выдержанные временем блоги. Откуда блогеру брать вдохновение? После нескольких месяцев активного ведения блога может наступить творческий ступор. Покажется, что создавать контент больше не о чем. И тому есть две причины. Первая. Эйфория прошла, а блог стал рутиной. Это нормально. Вторая. По вашей теме действительно уже нечего добавить. Это происходит достаточно редко. Как предотвратить застой? Первое. Писать на знакомую и любимую тему. Второе. Осознать, что каждую мысль можно сделать контентом. Вам всегда будет что рассказать о любимых вещах. Если вы занимаетесь спортом, общаетесь с единомышленниками, чему-либо обучаетесь, то у вас всегда будут идеи, на какую тему писать в блоге. Если не знаете, про что создавать контент, вы всегда можете зайти на сервис подбор слов от Яндекса, другими словами, Яндекс.Вордстат. Там вводите слово по вашей тематике, смотрите, что люди ищут, и пишите контент в блоге. Советы для начинающего блогера. Несколько полезных советов новичкам. Читайте, запоминайте, применяйте на практике. Совет номер 1. Любите свою аудиторию. Если вы создаете блог в целях повышения самооценки, не общаетесь с читателями и не интересуетесь их мнением, такой ресурс быстро зачахнет. Аудиторию нужно любить и уважать. Тогда она ответит вам взаимностью. Совет номер 2. Делитесь своими знаниями. Блоги созданы для людей. Усвойте эту истину. Если ваш ресурс не приносит людям пользы, никакая SEO-оптимизация его не спасет. Поисковые системы тоже надо любить, но основное внимание уделяйте людям. Совет номер 3. Не бойтесь ошибаться. Все ныне успешные блогеры допускали в начале пути массу ошибок. Некоторые даже закрывали свои сайты и страницы, чтобы создать новые с чистого листа. Ошибки – это неизбежное условие обучения. С ошибками приходит опыт. А с опытом – легкость, понимание потребностей аудитории и долгожданная популярность. Совет номер 4. Будьте собой. Рассказывайте в блоге о себе. Будьте собой даже в узкотематическом блоге. Вы не поверите, но в мире живут сотни, а то и тысячи людей, похожих на вас, разделяющих ваши интересы. И никогда не считайте читателей глупее, проще и наивнее себя. На этом все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео. Пишите в комментариях свои мысли по теме видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Ведь впереди много новых выпусков. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!